Дорогие друзья, всем доброго утра. Ну вот, как не даю себе слова, что обязательно сегодня чуть пораньше лягу спать и отдохну, не получается, слишком много дел. Мне еще пятничные отчеты, не всем ответила. И никаких праздников тут речи быть не может. И под утро хочу вам подарить ритуал. Хочу вам сказать, что этот ритуал, вообще предыстория этого ритуала, я его, конечно, улучшила, усилила ключами и сильными словами, которые, собственно говоря, будут помогать быстрее намного. Но первый раз я подобный ритуал провела в студенческие годы. Мне тогда подарили $1 на втором курсе. Первый раз в жизни я держала в руках $1, а что там на втором курсе, еще ребенок 19 лет. И, естественно, вот первый раз мне так посчастливилось, что мне подарили $1. Просто на какой-то праздник. Я сейчас, честно, я даже не помню. Я помню человек, который мне подарил несколько $. Он сказал, на счастье нужно $1 носить с собой. И после этого у меня с $, особое отношение. Этот $, у меня где-то лежит в старой сумке до сих пор. Тот, который мне подарен, первый $. Так получается, что невзирая на то, то есть какими купюрами приходит тебе доход, но вызываешь ты этот доход на определенную денежную единицу. Во-первых, $, имеет за спиной особую историю. Он не менялся практически со времени своего создания. Во-вторых, $, поддерживает экономический баланс мира. То есть он обладает огромной энергией. В долларах, тогда еще евро не было, в долларах хранили и хранят все богатые люди мира свое имущество. То есть он привязан к денежному эгрегору, к эгрегору богатых людей. И много чего еще. Кроме того, мистические символы $. Этот масонский знак. Именно $1. Этот ритуал делается именно с $1. Масонский знак. Он немножко видоизменен, вот эта пирамида. Здесь было 13 ступеней. Говорили, что по счету штатов Америки, мол, 13 штатов, вот 13 ступеней. На самом деле, помните мою лекцию «13 врат магии»? Всевидящее око. Масонский знак. Но масоны тоже взяли это не с воздуха. Некоторые считают, что это библейское всевидящее око. На самом деле это далеко не так. Это око Гора, либо око темного хаоса называется. То есть это сила, которая все видит, все понимает, следит за твоей жизнью, тебе помогает, защищает и одаривает, если ты ему нравишься, приглянулся, если. Кроме того, пирамида показывает о том, что, вот смотрите, здесь больше, а потом все меньше и меньше. На самом деле совершенно иная трактовка, объясню вам. Больше усилий, много работ. Потом чуть меньше работ, уже имя твое на тебя работает. Чем дальше, тем усилий, то есть это не означает, что меньше работает человек, но, по крайней мере, ему уже легче дается, потому что он основу своего успеха так поставил, вот смотрите, он просто основательно, надежно стоит на земле, пирамида. Поднятие, да, имущество, поднятие, и в итоге вершина. На вершине пирамиды оказывается человек, это значит, он получает желаемое. Потом цифра 1. Цифра 1 может превратиться в десятку, в сотню, тысячи, в миллион. То есть это ты, единица, ты один, ты индивидуум, личность. И от тебя зависит, сколько нулей прибавится рядом с тобой. То есть сколько имущества, сколько достатка ты себе притянешь.
Понимаете, здесь очень много мистических знаков, очень много различных таких моментов. 4 стороны света обозначает, что отовсюду идут финансы, финансовый поток и прочее. И вот, взяв этот $1, у меня была привычка тереть вот эту вот пирамидку и говорить особый заговор. Первое, что сделали, это прибавка к зарплате мамы. Потом отцу предложили подработку в те годы. И для нас это было очень важно. Тяжелые 2000-е годы. Не самые спокойные. Потом я начала для себя это делать. Я вам скажу честно, для меня найти работу вообще не составляло труда. Я везде могла найти, зайти, спрашивать. И как бы, ну, кроме того, что ты еще профессионал своего дела, кроме того, что ты еще этот испытательный срок оправдываешь и прочее, невзирая на все это, в любом случае у людей всегда были проблемы с работой, у меня их не было. Я знала просто определенные секреты. Потом, позже я узнала, что масоны рисовали этот знак и, трогая этот знак, призывали богатство, удачу и прочее. Вот я подсознательно делала некоторые вещи, которые тысячелетиями люди как бы воспроизводили. И этому знаку очень много тысяч лет. Это вавилонский знак. Всевидящее око изображается на многих фресках древнего Вавилона. И пирамиды в том числе. С 13 ступенями. Просто потом масоны, это самые такие, да, мистический культ, они взяли себе это на вооружение. Вообще в переводе масоны означает свободные каменщики. Это люди, которые во Франции вообще масонское движение образовалось одно время, это не скрывал никто. Это потом стало таинством. То есть там в основном изначально создатели каменщики, которые вот так собирались вместе, какие-то проекты разрабатывали, а потом эти каменщики начали уже влезать в государственные дела, участвовать в политических каких-то делах и так далее. И вот одно это название масоны так и осталось. И вот масонская ложа, масонские там организации, прочее, прочее. Мне когда-то предлагали вступить в масонскую организацию, но я поняла, что это так для красоты. Это уже не те масоны с неограниченными возможностями, которые мы привыкли видеть. Сейчас уже миром пытаются управлять глобалисты и лезут, и поэтому отвлекают внимание на всякие разные небылицы, чтобы люди не замечали, не видели истину, то, что происходит. Но я вам хочу сказать, что они не смогут, они не возьмут верх. При всем, что они хотят сделать, они верх не возьмут. И вы всегда, когда смотрите фантастические фильмы, вы знаете, что это не просто так снято. Это, знаете, прощупывание вашей психики, насколько вы легко это воспримете. Те же самые фильмы, связанные с мировым цифровым рабством, фильмы, связанные с какими-то отдельными колониями, да, покорением каких-то новых стран, новых измерений и прочее. Это все повторяется. Это все память об ушедших цивилизациях, которые сами себя сожрали, загубили вот именно тем, что на первом месте ставили не вечные вопросы, не вечные темы, а низменные свои желания. Ну, не будем об этом. Итак, на быстрые деньги. Заманить деньги на доллар. Доллары имеют особую энергию. Разменяйте $1. Я думаю, что у моих подписчиков есть доллары, и есть мелкие доллары, и с ними делают очень много ритуалов, о которых я вам говорила. Неважно, в каком эквиваленте придут деньги. Заманивать будете на доллар. Каждый день, если вы хотите каждый день что-то продать, получить какие-то денежные вливания, что делаете? С собой носите доллар. А если вы дома работаете, значит, этот доллар просто кладите рядом с алтарем фортуны. Берете в руки, вот, нужно тереть этот знак. Можно и по часовой, можно против часовой, но это не имеет, собственно говоря, никакого
Никакого значения. Можете вот так, можете вот так. Главное, что вы трете вот этот знак масонский. Не знак волшебный, просто он тысячелетний, сильный, и вы активизируете эту энергию, протирая и тем более как бы трогая руками деньги, денежный эквивалент. И сколько людей брали в руки эти деньги, сколько банков переводили эти деньги, сколько людей пользуются долларом. Вы просто присоединяйтесь к общему эгрегору доллара. Я надеюсь, поняли, о чем речь. Вот надо просто так вот тереть и читать 6 раз заговор. У вас обязательно в этой теме будут продажи, если вы чем-то занимаетесь. У вас обязательно, если у вас работа связанная с, вы бюджетная сфера, то есть у вас зарплаты и так далее, у вас обязательно в ближайшее время будут какие-то премии, какие-то заработки. И самое интересное, что вы таким образом можете усилить и помочь и себе, и своей семье, и своим детям. Не называя их имен, вы просто для себя читаете, но у ваших детей может резко увеличиться благополучие, поскольку вы через свою кровь тянете для родных людей благосостояние. Если дома несколько человек, одним и тем же долларом пользоваться нельзя. У каждого должен быть свой доллар. Давайте начнем. Вот так нужно тереть. Можем этой рукой, разницы никакой. Просто любым пальцем. Главное касание. И читать. Деньга. Липни к рукам. Всюду иду я с деньгами. Держу их руками. Трачу их и трачу. А их еще больше у меня. Деньга к деньге. Со мной родняйся. Со мной деньгайся. В доме моем оставайся. Пчелы на мед слетаются, муравьи на сахар сбегаются, а деньги в моем кошельке собираются. Деньги, как река, все текут и текут, всеми дорогами до меня дойдут, всегда ко мне дорогу найдут. Приди, деньга, от царя-государя, от боярина, от купца и кузнеца, от солнца и луны, от ветра и воды. Спиридон солнцеворот на восток обернется, а удача лицом ко мне повернется. Судьба меня наградит деньгами. Деньги отовсюду находят меня сами. Заклято. Вот этот заговор, он такой просто, знаете, как песня, я даже не, как стих. Он так вот легко мне дался просто. Я села, и оно мне просто вот прям пришло на ум, и я написала, и я сама удивилась этой вот певучести, да, это вот созвучности этого заговора. Он так легко, плавно, просто вот произносить даже легко. Теперь, зачем я окружила всем этим? Это просто для красоты, чтобы вы поняли, то есть создала атмосферу красивого ритуала. Но можете этот доллар носить в кошельке. Каждый день, вот вы продаете между делом, достаете, трете, читаете 6 раз. У вас очень много продаж будет. Дома работаете, точно так же делаете. Что еще? Я уже объяснила. В общем, каждый день, прорвете цепочку, она немножко ослабит это все. Снова можете дальше продолжать. Каждый день вот так вот натирая вот этот масонский знак и пирамиду 13 ступеней и вечное всевидящее око гора или темного хаоса, вы читаете заговор. Давайте еще раз. Деньга, липни к рукам. Всюду иду с деньгами, держу их руками, трачу их и трачу, а их еще больше у меня. Деньга к деньге, со мной родняйся, со мной деньгайся, в доме моем оставайся. Пчелы на мед слетаются, муравьи на сахар сбегаются, а деньги в моем кошельке собираются. Деньги, как река, все текут и текут, всеми дорогами до меня дойдут, всюду ко мне дорогу найдут. Приди, деньга, от царя-государя, от боярина, от купца и кузнеца, от солнца и луны, от ветра и воды. Спиридон солнцеворот на восток обернется, а удача лицом ко мне повернется. Судьба меня наградит деньгами. Деньги отовсюду находят меня сами. Заклято.
Деньгайся, родняйся – это старинное название, старинные слова. Деньгайся означает со мной стань вровень, стань частью меня. То есть это вот такое особое определение роднения с деньгами. Читаю еще раз. Деньга липни к рукам. Всюду иду я с деньгами. Держу их руками. Трачу их и трачу. А их еще больше у меня. Деньга к деньге. Со мной родняйся. Со мной деньгайся. В доме моем оставайся. Пчелы на мед слетаются, муравьи на сахар сбегаются, а деньги в моем кошельке собираются. Деньги, как река, все текут и текут, всеми дорогами до меня дойдут, всегда ко мне дорогу найдут. Приди, деньга, от царя-государя, от боярина, от купца и кузнеца, от солнца и луны, от ветра и воды. Спиридон солнцеворот на восток обернется, а удача лицом ко мне повернется. Судьба меня наградит деньгами. Деньги отовсюду находят меня сами. Заклято. Вот. И храните этот доллар. Если вдруг что-нибудь случится, потратить или пропадет, не знаю, что-нибудь невероятное произойдет, ничего страшного. Просто возьмете другой доллар и как бы будете читать на этот доллар. Но желательно, чтобы этот доллар был с тобой, то есть с вами, извиняюсь, надолго, на многие лета, потому что чем чаще вы будете читать, тем сильнее ваша связь с долларом, с денежным эгрегором. А что у вас будет и как, вы сами увидите. Сегодня и так очень много людей написали и поблагодарили за очень быстрые результаты, особенно на быстрые деньги и прочее. Это все дано именно для таких случаев, для людей, которые работают на себя, у которых доход каждодневный должен быть. Чтобы у них была большая клиентская база, много заказов и вообще, и много дел. Всем удачи, всех благ. Ну что сказать, с деньгами братайтесь, деньгайтесь и живите счастливо и в достатке.